Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. Приступаю к вязанию узора спицами. Чтобы этот узор смотрелся эффектно, выбирайте пряжу достаточно толстую и пышную. У меня примерно толщина нити, моточек 100 грамм, в нем 100 метров. И спицы номер 6. Можете взять даже спицы больше, чем рекомендовано для пряжи. И для начала вязания узора набираю петли обычным классическим способом. Раппорт узора в ширину составляет 3 петли, поэтому набирайте число петель, которое делится на 3, плюс 2 кромочные петли. Я наберу всего 32 петли для 10 повторений раппорта узора. Набрав петли на нужную ширину полотна, далее вяжем первый ряд. Первый ряд будет считаться как начальный ряд, и он не участвует при выполнении узора. Первая петля кромочную снимаю, и далее все петли провязываю лицевыми. Со второго ряда начинаю вязать узор. Заканчиваю вязание первого начального ряда, довязываю лицевые петли, и последняя петля кромочная, ее провязываю изнаночной. Всегда первую кромочную снимаю, последнюю кромочную буду провязывать изнаночную. Итак, поворачиваю работу и приступаю к выполнению узора. Первую петлю снимаю как кромочную, и далее начинаем вязать узор. Раппорт узора, как я говорила, составляет 3 петли, и необходимо запомнить выполнение всего 3 действий. Первые 2 петли провязываем вместе одной лицевой. Далее петлю снимаем, нить за работой, и выполняем накид. И повторяем эти действия. 2 петли вместе лицевой. Петлю снимаем, нить за работой, и далее выполняем накид. И так вяжем узор до конца ряда, повторяя эти 3 действия. Заканчиваю вязание первого ряда узора. У меня на спицах осталось 4 петли, и выполняю последний раппорт узора. 2 петли провязываю вместе одной лицевой. Далее петлю снимаю, нить за работой, и выполняю накид. Последняя петля идет кромочная. Далее поворачиваю работу и начинаю вязать второй ряд узора. И он вяжется точно так же, как и первый. По сути, у этого узора нет ни лицевой, ни изнаночного ряда, ни лицевой, ни изнаночной стороны, и вяжутся все ряды одинаково. Первую кромочную снимаю, не провязывая. Далее первые 2 петли провязываю лицевой, третью петлю снимаю и выполняю накид. И так повторяем раппорт узора. Первые 2 петли провязываю лицевой, третью петлю снимаю, не провязывая, и выполняю накид. И так вяжем этот ряд. Дорогие рукодельницы, я уже заканчиваю вязать образец. Как вы поняли, все ряды вяжутся одинаково. Первая кромочная снимается, и повторяем раппорт. 2 петли вместе, снимаем петлю и делаем накид. И так идет повтор до конца ряда. Дорогие рукодельницы, посмотрите, какой красивый получается узор. Несмотря на то, что он вяжется из толстой пряжи, узор не смотрится тяжелым. Он такой легкий, полупрозрачный и в то же время достаточно плотный.
Узор двусторонний, поэтому он отлично подойдет для вязания шарфа, палантина. Прекрасно будет смотреться на кофточках, создавая такой легкий воздушный эффект. Возьмите на заметку себе этот узор, он обязательно вам пригодится. Спасибо за внимание. Не забудьте поставить лайк. До новых встреч!